Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, вы не успели заскучать, так как после публикации моего предыдущего ролика прошло не так много времени. Однако, как бы там ни было, я не намерена сбавлять обороты, поэтому в этом выпуске я с огромным удовольствием хочу презентовать вам Sansho Inu Finance. Стоит отметить, что Sansho Inu Finance – это полностью децентрализованная транзакционная сеть, в которой все решения принимаются сообществом. Как вы уже успели обратить свое внимание, в качестве логотипа у Sansho используется милая мордочка собаки, которая на самом-то деле является частью всех новых духовных преемников нашумевшего мем-токена Doge, с которым, я думаю, большинство из вас уже давно знакомы. Так вот, Sansho – это одна из новейших криптовалют в этой группе, которая готова продемонстрировать всем нам свои самые уникальные инструменты и функции, одна из которых, кстати, представляет собой дефляционный механизм сжигания. То есть Sansho – это еще и дефляционный токен, который включает в себя систему сжигания и перераспределения. Для тех же, кто не до конца понимает, о чем я говорю, поясню, что при каждой транзакции Sansho будет сжигать 1% токенов, а еще 1% будет автоматически распределяться в качестве вознаграждения между всеми держателями Sansho, которых на текущий момент, если взглянуть через Etherscan, уже немало. А если быть точнее, то их число давно перевалило за 25 тысяч участников. И это при том, что Sansho Inu Finance достаточно молодой проект. Однако, как бы там ни было, я считаю, что на данный рост повлияло достаточно много факторов и особенностей самого Sansho. Во-первых, команда, которая стоит за всем этим, уже успела успешно сжечь аж 58% токенов от общего предложения, которое, кстати, равнялось аж 100 квадриллионам. Впечатляет, не так ли? Во-вторых, Sansho осуществил честный запуск, и команда, работающая над Sansho, не имеет у себя на руках какое-либо количество токенов, на что сейчас многие криптоэнтузиасты обращают особое внимание. В-третьих, благодаря грамотному алгоритму перераспределения токенов и их регулярному сжиганию, пользователи смогут не только с каждым разом видеть на своих кошельках все больше и больше токенов, но и смотреть, как их стоимость постепенно увеличивается, что, согласитесь, уже очень приятно. А еще часть токенов Sansho была успешно выделена на предоставление ликвидности и отправлена на кошелек к Виталику. Так его шутя назвали сами разработчики, адрес которого, кстати, может просмотреть любой из вас, перейдя на всеми знакомый нам Etherscan. Ссылку я обязательно оставлю в описании. Еще не менее важным элементом, повлиявшим на стремительный рост Sansho, является их гибкая дорожная карта, которая адаптируется под требования сообщества и регулярно моделируется, опираясь на их решения. Ведь, как заявляют разработчики, если сообщество имеет выгоду и счастливо, то и они счастливы соответственно. Однако, как бы там ни было, если взглянуть на их доступную дорожную карту, то мы увидим, что Sansho уже успел добиться многих поставленных задач, а именно осуществить запуск своего Sansho токена ERC-20 стандарта на Uniswap DEX и отправив также начальную ликвидность. Плюс, как я уже сказала, им удалось сжечь большую часть своих токенов от общей эмиссии и обзавестись при этом влиятельными лицами, которые намерены привнести внушительный вклад в развитие всего Sansho сообщества. Также командой разработчиков была произведена подача заявления на добавление Sansho Inu Finance на такой информационный портал, как CoinGecko, а в будущем еще и на CoinMarketCap. А еще было произведено полное обновление сайта до второй версии, и что самое главное, был пройден аудит их смарт-контрактов и получен отчет от ведущей аудиторской компании TechRight, ознакомиться с результатами которого вы, естественно, сможете уже самостоятельно. Но и это, как вы уже поняли, лишь только начало одного очень большого пути Sansho, потому что в самое ближайшее время разработчики намерены создать свою фарминговую платформу, которая будет называться «Собачий парк». Ведь что такое одинокая собака? Очевидно, это очень грустная собака. Поэтому, чтобы ей не было грустно, в скором времени нас ждет аж целый парк собак. Так что, дорогие друзья, чтобы оставаться в теме и быть в курсе всех самых последних обновлений, подписывайтесь на Sansho в их официальных социальных сетях, будь то Twitter или же Telegram, и становитесь частью этого бесспорно забавного собачьего движения. Все ссылки на проект и медиа вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже совсем скоро.